Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Фейта. Вот, я его наконец-то получил. Новый персонаж, осьминог Фейт. Ну, и сразу же, ребятки, давайте заберем его. Кстати, тут, да, вчера начислили наградку. Изумрудный ящик плюс 1000 монет, вот два сообщения. Enjoy the free rewards on us. Типа, получите бесплатные награды от нас. Ну и вот, 1000 монет ниже и изумрудный ящик. Вот, изумрудный ящик я оставлю пока что на следующую акцию. Сегодня поиграем за Фей. Так, ребятки, продолжаем. В общем, вчера я увидел один момент на персонаже Фей, который я не смог протестировать, к сожалению, на тестовом сервере. Это то, как она действует в зависимости от своего активного навыка. Ну, если вкратце, то как он действует, точнее, на противника. И это не как у Павлина Рави, да? Это совершенно новый эффект, так называемый. Я вчера его потестил на себе, и это оказалось просто лютейшим бой. Теперь этот персонаж, можно официально сказать, что самый сильный в игре. Вот такие вот дела. Реально, ребятки, это самый сильный теперь персонаж. Почему? Ну, мы сейчас это узнаем. Итак, отправляемся на самого персонажа. Быстренько вам расскажу, в чем суть. Это имбы просто лютейший. Вот, активный навык. Дальность 13 метров. Это куда он может броситься. Радиус 5. Это на радиус, который он действует. И время действия 5 секунд. Эти 5 секунд противник ничего не видит вблизи. Ой, точнее вдали. То есть, вот представьте себе, вокруг вас 3 сквада. Вас кидает Фей этот активный навык. Чернила, да, свои. И вы ничего не видите. Вообще ни одного противника не видно. Они просто исчезают. Ну, только вот вблизи показываться, а в других местах они просто исчезают. Это настолько имбово. Просто лютейшая мощь, поэтому Фей это сейчас, я считаю, одним из сильнейших персонажей. Вы увидите это все, как это работает в самой игре, то есть я буду кидать в противников, и они начинать будут просто разбегаться, не понимать, что происходит. Ну, сегодня посмотрим этот момент, хотя первый уровень, что они там будут делать, да? Ладненько. Мне не выпали, к сожалению, жетончики, отправимся в командные бои сразу же. Хотя, не, давайте отправимся в соло-бой. В соло-бою можно будет посмотреть, хотя там сложные бои, будет сложно, наверное. Ну, ладно, давайте, погнали все, короче. Смотрим персонажа Фей. Вы забыли улучшить Фей. Че, улучшим? Давайте улучшим. Гайд по улучшению мне предлагает игра. Да, спасибо. Да. А, точно, у нас же есть бонусные атрибуты на первом уровне. Точно, я и забыл. Эх, непривычно даже немножко. Ну, давайте прокачаем, будем жесткими. Он целых 38 урона получаем, 75 урона. Жестко. Сейчас как развалим всех на первом уровне. Ладно, все, отправляемся в бои. Сложный бой. Будет очень легко, на самом деле, в сложном бою играть. Шучу, конечно. Сейчас изи будем разваливать. Итак, что мы имеем? Вот он лук. А вот эта штучка. Конечно, Брюс ко мне уже... Ну вот что мне делать с этим балансом? Вот что-то такое, Машка. Не дают мне потестить персонажа, эти всякие Машки. Ну, блин, просто Брюс из ниоткуда вылез на 5 уровне. Какого, блин, это вообще происходит со мной? Там, кстати, были проблемы вчера. Разработчики писали, что у Фей были проблемы, что она как-то в бои не попадала или что-то такого, в общем. Странно вчера было. Опять же, Брюс. Ну, я вам говорю, имба лютейшая будет, но, наверное, все-таки не в соло-боях, в командных. Потому что активный навык все-таки командный, да, бой подразумевает. Ну и то, что он реально... Ну, у вас, кстати, там была такая штука, я вот не успел записать, может быть, запишу. Ну, когда получится, да, тогда я запишу. В чем суть? Там... Блин, как же сложно. Со всех сторон окружают. Блин, и тут еще и Брюс. Да посмотрите, просто надо дичь. В общем, ладно, сейчас я соберусь немножко с мыслями. Там у вас экран становится черным, то есть у вас в центре экрана еще видно что-то немножко, да, но по бокам это все черное. И за счет этого и за счет всяких других штук вы становитесь, по сути, невидимым. Не, ну это, может, это боты, серьезно, ну как он так быстро реагирует-то? Да блин, посмотрите, ну просто, ну, короче, надо бросать эти соло-бои душные. Что первый уровень, что 18 одинаковая дичь творится в соло-боях. Ты просто не можешь ничего делать, потому что тебя душат с 5 сторон 5 персонажей. Да, немножко к ЛГБТ относится этот персонаж, но об этом не будем. Я думаю, никому это не интересно. Ну и отправить в команды бои. Классно тестируем персонажа, что я могу сказать? Прямо лютое тестирование. Ну что я могу сказать? Первый бой, 5 уровень меня задушил с 2 ударов. Второй бой меня задушили с 5 сторон. Нормально. О, гений, кстати, смотрите, гоняется за легендарным ботом. Ничего не меняется. Ладно, давайте немножко... Кстати, у нас Фейт быстро бегает в воде, я даже не знал. Нужно залутать хорошенько сейчас все. И ботика тут убить, пока моя команда там умирает.
Потому что я без аптечки не смогу, да и лук надо бы залутать. Опять же, неудобно то, что иконки маленькие, не могли они как-то сделать это по-другому, к сожалению. Хотя на самом деле могли бы сделать по-другому, было бы норм. Не знаю почему так. Могли бы как-то вынести одну иконку с копьем, ну, возле чатика слева, да, большую сделать. Ну или как-то так. Ну, в общем, очень странно, почему не сделали ничего. Так, бахаем пока что. Просто на автоатаке. Ой, моя команда. Как всегда. Не, сейчас умру тут, надо бежать. Или не умру. Не, пока не умру. Я даже убить кого-то успел, ура! Бачок, ну есть не... Ну... Это боты, если что, ребят. Это, если что, боты. Не, ну может за меня тоже боты? Нет, боты так играть не умеют, они лучше играют в 100 раз. Короче, как потестить персонажа, если вот такая дичь происходит, я не знаю. Надо какие-то легкие бои ждать, что-нибудь такое. Давайте еще раз командный бой попробуем. Может быть, все-таки боты будут за меня, а не против меня. Потому что слишком сложно играть против ботов, когда за тебя игроки реальные. Неадекваты, да, которые только могут косячить. Итак, возвращаемся к персонажу и его разбору. Наконец-то, да, спустя 3 боя. Нормально. Баланс, баланс. Итак, что мы имеем? Персонаж имеет 4 оружия, очень жесткие. Персонаж имеет, как я уже сказал, самый имбовый и активный навык в игре. Ну, относительно, конечно, но я считаю его самым имбовый за счет того, что он вот такую вот дичь может делать. Просто, а теперь представьте себе такой момент, когда Фэй не одна в команде, да, их там 5. То есть 5 Фэй кидают вот такие вот поливки, которые покрывают огромную зону, да? Ну, если адекватно кидают, конечно. Вы видели только что радиус гранаты? А в смысле? Это что, подкрутка такая для первого уровня или что? У меня граната вообще не прокачана по радиусам. Ну, вы знаете, потому что это первый уровень. А почему такой огромный радиус? Я вот сейчас прокачаю на максимум, оно, к примеру, оно будет меньше. Что за прикол? Жесть, вот это подкручивает просто первым уровнем. Я офигею. Ладно, вернемся к персонажу. В общем, 5 Фэй закидывают такую штуку. И противники, ну, которые в нее попадают, все, ничего не видят. Фэй не видит. Это можно просто люто нагибать. Может, тут реально у нас... Не, ну это игроки сейчас за меня играют, потому что я могу 100% это ответить. Это реально играют игроки. Кстати, пингвин каким-то чудом попал в мою закидку. Копьем тоже надо закидать. Ну, блин, ДПС очень высокий. Конечно, тыкать на эти штуки очень удобно, когда они такого маленького размера. Ой, разрабы, не смогли. Не смогли. Ну ладно. Что есть, то есть. Лутаем арморчик еще один. Но это явно не боты, это игроки, а вот против меня только что были боты, по-любому. Не знаю, почему такая подкрутка. Очень странно это смотрится. Ну, давайте попробуем еще потестить. Хотя бы меня не шотнули вначале, уже хорошо. Так. Закидываем штуку. Она, кстати, еще в кустах, видите, противников показывает. Она их, конечно, не показывает не напрямую, то есть... Ну, не так прям хорошо, как хотелось бы, да? Но показывают. Так, пока что действуем как-то аккуратнее немножко. Потому что очень сложно тащить здесь. Слишком много противников. Опять же, Фэй, мне кажется, раскроется уже на более высоких уровнях. Потому что там бои динамичные, там бои жесткие, там вот такой вот дичи нету. И там Фэй может себя показать очень хорошо. Ну, кстати, можете посмотреть анимацию. Тадака это она. Ну, вот такую вот ее сделали, тадакающий. Ладно, давайте еще один командный бейт сыграем. Надеюсь, мне повезет, у меня будет нормальная команда. Ну, хотя бы. Хотя бы будет какая-нибудь, да, которая не убьется ботов в первую секунду, чтобы я мог хотя бы что-нибудь потестировать, посмотреть персонажа. Потому что имба очередная завезена в игру. Причем, возможно, одна из самых сильных имб. В этих, как его, в боях, где будет очень жесткий замес. Ну, я имею в виду очень жесткий замес в плане... Кстати, бобер меня сейчас не видит, если что. То есть он сейчас полностью ослеп. Ну, если там не бот, конечно. А нет, видите, он просто... видите, как он кидает в другую сторону вообще. То есть бобер меня сейчас не видит. Вообще никаким образом. Блин, правда, попадать не очень удобно с такими радиусами. Ну, что поделать. Ищем противников, они где-то тут бегают. Бахаем по ним. Пытаемся убить красивенько, чтобы они не резали никого другого. Джейд сейчас будем здесь убивать. Гения на Джейд. Брюсику тоже тут закинем немного. Эту надо Джейд тоже убить. Так.
Ну, пока что спасаем нашу команду прекрасно, или то, что от нее осталось. Брюс, конечно, ля, пришел там залутать. Вот же хитро сделанный, да? Хитро сделанный, именно так. Ну ничего, у меня у Фэй есть 4 пушки, поэтому они дамажат очень жестко. Я говорю, вот собрать команду такую, знаете, типа Фазик, Змея Айрис, Фэй, чисто из дальников Жираф какой-нибудь, еще может, возможно, что-то. И такой командой можно просто на изи тащить все, что тащится. Так, этот красавчик не убежит, скорее всего, попадет в эту штуку. Ну все, он не убежит, его граната отобьет. Отлично. Всех затащили, всех развалили. Теперь надо полутать немножко дропа. Ну и, в общем, к чему я вот это вел? Фэй кидает... Можно даже 2 Фэй поставить в команду, было бы жестко. Потому что Фэй кидает разные штуки бонусные, которые очень, ну, сильно влияют. То есть противники вас не видят, а змея с пингвином могли бы замедлять. И то есть вы находились бы постоянно в таком, как бы это сказать, защищенном поле, да? И защищенном поле за счет двойного замедления передвижения противника, то есть ни один ближний к вам не добежит. Раз. А второй это то, что вообще снимает защиту. Активный наг Фейт. Но это вроде снимает он с первобытным инстинктом только, то есть нужно еще докачаться. А без первобытного инстинкта он только делает ослепление. Ну, ослепление классно, 5 секунд, поэтому 5 секунд противник вас не видит. А за 5 секунд можно и сквад шотнуть, поэтому... Слишком имбовый. Я чувствую, кто-нибудь эту связку попробует и будет просто изи нагибать, но это не мы. Возможно, в будущем затестим как раз. К сожалению, где-то сквад спрятался последний. Ну, кстати, заметьте, у Фэй нету никаких штук бобра, поэтому это неполноценная имба. Неполноценная, да? Как это? Без штук бобра не имба, да? Конечно. Именно так. Ладно, сейчас мы зайдем на последний сквад, будем с ними меситься. Скорее всего, это сквад ботов. Ну, сами понимаете, первые уровни, все дела. Да, это... А может и не боты. Не, судя по тому, как действуют, это боты. Это боты. Скучно, конечно, ботами, но они все равно кнопочки умеют нажимать. Они, видите, вот просто пассивно играют очень. Очень пассивно играют. Из-за этого с ними не очень интересно. Были бы какие-нибудь более такие прокачанные боты, то было бы норм. А пассивные боты, они неинтересны. Они просто стоят все время на одном месте и что-то пытаются сделать. Ну а мы за Фэй ДПСим. Опять же, в каком-то динамичном замесе, где будет сквад на сквад, там Фэй может себя очень жестко показать в плане того, что просто по КД нажимаете кнопочки и все умирает. Ну, а что там? Сквадов много, да, в кого-нибудь автоатакой попадете. А 4 пушки это все-таки жестко, плюс там кассетную бомбу запилили. И считайте, вы имба лютая. Такие вот дела, 5 кнопок, новый уровень для элит зубы, который не подастся всем гениям, да, которые не могут даже одну кнопку нажать, к сожалению. А тут целых 5. В общем, не все осилят этого персонажа на 100%. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.